Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Вернуть все взад. Именно это хотят сделать на России. И я сейчас не имею в виду дедов, которые воевали, а имею в виду дефицит, который не за горами. А, Вот что я имею в виду. Смотрите, в настоящий момент на России по целому ряду товаров, я имею в виду продовольственных товаров, значимых, социально значимых, вводятся предельно допустимые цены. Это очень интересно. То есть, смотрите, производителей ограничивают в каких-то там максимальных ценах, а также перекупов и розничные сети ограничивают прибыль. Их прибыль ограничивается правительством. Соответственно, к чему это приводит? Нет, понятно, что замысел у них следующий. Кстати, это замысел такой же, вот как у наших деятелей, которые ограничивают цены на лекарства. Ну, на лекарства, вы знаете, другой раз и можно ограничить цены, потому что количество производителей лекарств крайне мало. Их буквально вот на всю Украину. Их несколько фабрик, да? Вот, и по сути дела, являясь монополистами, они могут какую угодно прибыль закладывать, и все равно это дело придется людям покупать. Вот. И я уж не говорю за перекупов, которые там привозят что-то из-за границы и по 100, по 200% наворачивают. Тут это делать как раз можно. Что же касается производителей сельскохозяйственной продукции, этого делать нельзя. То, что можно делать, например, по сельхозпродукции, я сейчас имею в виду, ну, почему это интересно нам, что происходит на России? Понятно, что чем там хуже, тем нам лучше, но оно же может и на нас в результате, на нас могут испытать те же самые экономические, как говорится, важели, да, если посмотрят, что там, например, это прокатило. Да, так вот, чтобы такого не было, надо посмотреть, что можно делать. Например, если действительно, как в Штатах поступает, и это, в общем-то, разумно. Тоже, что я знаю, также поступает в Калифорнии, например. В Мэриленде, по-моему, тоже так поступает. Ну, там каждый штат действует так, как он хочет, но там есть помощь, но это помощь для социально незащищенных групп населения. Для них там выдаются специальные талоны, которые они могут отоварить в том или ином магазине. Вот. И, собственно говоря, пользуясь вот этими талонами, вот эти люди не умрут с голода. Они не купят самые лучшие продукты, но они вполне себе купят себе хлеб, какую-то консерву, там какой-то кусок мяса, ну, вы поняли, да? То есть то, что им позволит питаться, ну, не очень хорошо, но достаточно, будем говорить так. И это более разумно. Что же делают на России? Они идут путем Советского Союза. Они ограничивают цены для, будем говорить, розничных сетей и для производителей. То есть получается, что магазин не может выставить цену выше, там, условно, не знаю, 100 рублей на что-либо. Но они же при этом, да, и уже более 13 производителей сельхозпродукции, имеется в виду направлений, да, кто-то там по зерну, кто-то по сое, кто-то еще почему-то, обратились к их гауляйтеру, ну, премьеру Мишустину и говорят, что ну, пойдем по миру. Потому что то стало дороже, электроэнергия дороже, бензин дороже, то дороже, все дороже, а нам цены повышать не дают. Дальше. Цены они повышать не могут, производить это все себе в убыток. Это, еще раз говорю, это сельхозпродукция. Им приходится. К чему это все приведет? Смотрите, в результате это станет по вот тем группам товаров, которые, скажем так, цены на которых будут ограничены для всех категорий населения, выйдет так, что просто не будет смысла этого делать. Никакого смысла. Их производить, я имею в виду. Сельскохозяйственным предприятиям не будет смысла, им нужно будет переключаться на что-то другое, ограничения по которому нет. А вот это оставлять в загоне. Угу. Но тогда получается следующая вещь. Такое уже было в СССР. Когда силовым методом, ну силовым таким, организационным методом тебе говорили, так, ты выпускаешь, значит, зерна столько-то, ты столько-то. Значит, тебе уже даже номенклатуру дают того, что ты должен выпускать. Иначе нафиг. Ага. А что при этом получается? А при этом получается следующее, что сельхозпроизводители просто будут разоряться, потому что вот эта номенклатура, которую им будут силовым образом навязывать, уже начали навязывать на России. Я еще раз говорю, надо смотреть на них очень внимательно, чтобы у нас такого не получилось. Да, им навязывают эту номенклатуру, которая невыгодна для них. Как результат, они будут банкротиться.
Рано или, ну да, они будут отсажать эту пшеницу, условно говоря, еще что-то, что не дает им прибыли. Ну, год-два, все, до свидания, будьте здоровы, они обанкротятся. К чему это приведет? Правильно, к дефициту. Потому что выпускать этого они больше не смогут, поскольку обанкротились или все, у них закончились средства для того, чтобы покупать там, чуть не сказал, антидепрессанты, чтобы покупать всякую химию, травить шкидников, да, и так далее, и так далее, удобрять почву и так далее. То есть у них упадут надои, упадут, значит, урожаи, упадет то, упадет все, а им все будут ссылать данные, значит, ага, дай мне столько-то, дай стране угля мелкого, зато очень много. Это не получается. Силовым методом или таким, знаете, методом, когда номенклатура тебе указывает, что нужно делать, это все не работает. В результате они сами признают, что сельское хозяйство в этой ситуации может потерпеть полный крах. И вернется все, как было в Советском Союзе, вернуть все взад. Вернется дефицит на очень многие виды товаров. Вот, чему я так думаю, что избиратели Путина будут очень дико довольны. Ну не зря же они его там избирали диктатором.